В средние века командующие армиями старались защитить элитные подразделения лучшей броней и вооружить лучшим оружием. Гонка вооружения двигала прогресс, и стальные латы становились все более непробиваемыми. Не пробил. Всем привет! Вы на канале World of Armor. Обычно я делаю доспехи, но в этом видео я буду их обстреливать. А именно, вот у меня нагрудник толщиной 3 мм. А учитывая, что у нас две детали нахлестом друг на друга, то тут скорее всего 6 мм каленой стали. Ну и посмотрим, пробьет ли современный арбалет старинные средневековые латы, сделанные сегодня. В качестве оружия у меня будет лук, традиционный арбалет и современный арбалет, предоставленный компанией Arcus Market. А также ведущий канала Shotgun Оператор поможет с тестами и обстреляет нагрудник из дробовика. Ни вмятин, ничего. Ха! Живет доспешка. Сейчас на арбалете установлена дуга в 19 килограмм. Это, как вы видите, блочный арбалет, современный, у которого к тому же есть еще и оптический прицел. Сила натяжения не такая большая, поэтому можно натянуть и руками. Также у него есть предохранитель, то есть сейчас я не могу сделать холостой выстрел. Выстрел можно сделать только тогда, когда мы зарядим болт и спустим предохранитель. Блин, промазал. Подержи пока что. Да не, показалось. Нихера себе! Это ж блочная дуга! Скорость полета снаряда 316 FPS! Сука, за что, блядь? За повяза не достанет. Убью нахер! Давай, беги! Шо? Тирион Ланнистер, блин, недоделанный. Это ж надо такое, а? Жрать захочешь, придешь, блин. Несмотря на столь явное покушение на мою жизнь, я все-таки продолжу снимать видео, потому что контент, все-таки самое главное. Поэтому не забудьте подписаться на канал. Начинаем стрелять по мишеням. Значит, начнем с лука, и я беру вот те кованые наконечники, которые я делал на предыдущем видео. Ссылка будет в описании. Сейчас беру вот такой наконечник, он предназначен для небронированных целей. Ну и посмотрим, что с ним случится. Блин, промазал. Блять. Секундочку. Ага. Вон оно что. Короче, луку жопа. Из него мы уже и не постреляем. Последний раз задокументированное использование лука и стрел на войне было во Второй мировой войне. И, кстати, о средневековом оружии на полях Первой мировой у нас есть ролик, ссылка будет в описании. Истинный наследник английских лучников, офицер Джон Малькольм Торп Флеминг Черчилль, прозванный Безумным Джеком. Вот где из этих 5 слов Джон Малькольм Флеминг? Флеминги — это же зверьки такие. Джон Малькольм Торп. В общем, наш Безумный Джек обожал оружие предков и тащил с собой в бой шотландский палаш, волынку и лук со стрелами. Палаш для рукопашного боя, ну ладно, это можно понять. Лук и стрелы на Второй мировой, танки, самолеты, артиллерия. Ладно, с ними тоже можно смириться. Но вот насколько нужно быть бесчеловечным, чтобы еще использовать шотландскую волынку? В детстве я хотел стать эльфом, но не получилось. Обидно. Ладно, у меня есть арбалет. Арбалет. Надеюсь, не поломается. Значит, да, берем наконечники, которые я ковал в прошлом видео, ссылка есть в описании, и стреляем по мишени. Интересно в следующем. Некоторые болты
могут быть даже без оперения. Вот я сейчас попробую стрельнуть и посмотрим, как вообще оно летит. Долетает ли, насколько криво. Да, но так слабенько стреляет, по-моему. Давайте еще. Это что, в камеру пошло? Блин, бокс разломала мне. Камера целая, ладно. А вот болт с кожаным оперением. Точно так же. Заряжаем. Раз. Оп. Ну, да, летит, откровенно говоря, слабо. Так, это у меня болт с оперением из перьев. Неожиданность. Промазал. Ну, вообще как-то они вихляются. Откровенно говоря, болт без оперения летел, по-моему, лучше, чем болт с оперениями. Ну, откровенно говоря, это просто детская игрушка. В общем, эти два болта не долетели или не попали. Вот этот попал и скололся. И носик у него вот так вот погнулся. Тут видно, что очень слабая сила у этого традиционного арбалета. Ну, понятное дело, у него дуга не более чем 20 килограмм натяжением, поэтому такой результат. Сейчас берем, наконец-то, современный блочный арбалет и начинаем шмалять сначала не по нагруднику, а по более тонким вещам. Давайте сейчас проверим, сколько обычных железных чайников сможет пробить блочный арбалет с дугой на 19 килограмм. Ну, во-первых, прижиматься к прицелу это не очень правильно, а я прижимался. Немножечко отдача дала. Но, во-вторых, чайников пробьет не один, походу. Маленькая коцка. Все, я понял. В общем, 19 килограмм это не очень по-взрослому, поэтому сейчас мы ставим усиленную дугу на этот арбалет. Оп, есть. Надо проверить, смогу ли я руками вообще натянуть эту тетиву. Ух ты, бля! Не руками не натянуть. Хорошо. Значит, здесь есть забавные штучки. Блин, я забыл, как она натягивается. Да. Есть. Ух. Вот здесь уже чувствуется серьезная сила. Ого! А это уже неплохо. Ну, почти 3 чайника, потому что здесь зашло сверху. Ага. И стреле капут и настал. Стрела, в общем-то, сразу погнулась. Ну, это, конечно, сила, это прикольно. Ладно, давайте так еще раз стрельнем. И Диана. Ты видел, куда она пошла? Короче, болт улетел, и куда он улетел, непонятно. И искать его нет времени. Так что, следующий. Оп. А ну попробую я стрелять сверху вниз, чтобы болт, если что, улетал недалеко. Где оно опять? Улетело. Так, сейчас будет мастер-класс по высокоточному снайпингу. Первое, что нужно сделать, зарядить арбалет. Снимаем с предохранителя. Подходим к мишени сначала. И здесь я уже точно не промажу. Смотри, где она, вон она. Зашибись вообще. Усиленная дуга, ну так нормально прошивает чайники. 3 чайника. Не переживайте, они были уже поломанными до съемок. Хорошо. Так, а что у нас будет с рыцарским щитом? Блин, вообще по самые перья заходит. И у нее куда-то постоянно девается наконечник. 3-я стрела попала в мишень, наконечник пропал, и все. Окей, понятно. Короче, фанеру она прошивает нафиг полностью. Так, я понял, что вот этого щита мне, откровенно говоря, жалко. Так что его мы убираем и стреляем по нагруднику. Да, конечно, арбалет с усиленной дугой меня приятно удивил. Но я все равно не думаю, что оно вообще хоть что-то сможет сделать
каленому нагруднику, у которого там толщина 3, а в центре даже 6 миллиметров. Предохранитель. Немножечко отойду, мало ли. Стреляя. Да, сила мощная, такая, что просто снаряды ушатывают с одного удара. А тут вот непонятно, где вообще удар пришел, потому что мы его уже побили, и он немного покоцанный. Но вообще, мне кажется, что это от арбалета. Арбалет не берет. Давайте еще раз жахнем. Не, по-моему, нагрудник не берет он. Болт в форме буквы ЗЮ. Сразу выгибается, и его жалко. Эх, а что тут? А вот, походу, второй след появился. Вот это место, куда попала стрела, в смысле болт. И тут даже вмятины нету. Вот просто все гладенькое. Ну, все-таки здесь 3 миллиметра каленой стали. О, мой старый нагрудник, который уже пробитый, разбитый. Давайте еще по нему шпальнем, а то уже темнеет совсем. Будем заканчивать. Ага. Ну, почти пробило. Вот красивая аккуратная дырочка. Полтораха, нержавейка, ну как-то выдерживает. О, а давайте зарядим сейчас болты с коваными наконечниками в арбалет современный. Сейчас я попробую, может получится. Вроде вставил. Вот один кусочек, а второй улетел. Вот, в общем-то, и завершение наших тестов. Нагрудник каленый из 3 мм современный арбалет не пробивает. Ну, теми снарядами, которыми я стрелял. Может, есть какие-то более бронебойные, но, в общем, спортивные болты не пробивают. Лук у меня сломался. Часть болтов у меня потерялись или сломались при этих тестах. Еще раз хочу поблагодарить компанию Arcus Market за то, что предоставили для тестов вот такой офигенный, классный арбалет, который позволяет провести очень неплохое время. Всем рекомендую. Ссылка будет, понятное дело, в описании. Это Украина, Харьков. Так что, если вам интересен такой вид досуга, то переходите по ссылке, звоните, заказывайте. Вещи очень-очень надежные, классные. Мне нравится. Шо, смешной контент хотел сделать? А ну. Так. Взвел тетиву, снял предохранитель, вставил болт. Это он просто глупенький. Я понял. Типа Friendly Fire. Так, короче. Слышь ты, иди сюда. Значит, смотри. Оружие никогда не направляется в сторону человека. Особенно заряженное. И особенно огнестрел. Понял? Оружие направляем или вниз, или вверх. Одним из величайших открытий человека по праву считают изобретение лука и стрелы. Древнейшие каменные орудия, схожие с наконечниками стрел, найдены на юге Африки. Возраст этих каменных инструментов около 64 тысяч лет. Однако распространение лука и стрел относится к более поздней эпохе, около 10 тысяч лет назад. Еще раз всем привет, это досъемки с испытания нагрудника. В общем, вы видели, как у меня разломался лук, и мне очень повезло, что у меня рядом со мной живет лучник Александр, который привез сейчас на съемки 3 лука и арбалет. И ты говорил, что твои луки не из кости, дерева или чего-то еще, а из пластиковой арматуры, да? Да. Сейчас мы проверим, как стрелы, которые сделал я, летают. Мне уже Саша сказал, что надо было бы перья обрезать, потому что тормозят стрелу. И проверим, что случается со стрелами, которые попадают в каленый нагрудник. Сейчас я поставил не тот нагрудник из 3 мм, а заготовку из 1,2 или 1,5 мм некаленой стали 30 ХГСА. И Александр сейчас покажет, как вообще правильно стрелять и, главное, попадать. Ого, четко. 2 выстрела, 2 попадания и небольшое отверстие в некаленой стали. Правда, одна из стрел просто сломалась древко и все. И это при том, что натяжение этого лука около 20 килограмм. Это слабенький лук. Да, перья не обрезал, они теперь мешаются, лезут мне прямо в пальцы. Неудобно. О! Попал. Наконечник вообще улетел в камыши куда-то.
Ну, я хоть и попал, но видимого повреждения здесь я не вижу. Есть след небольшой, но повреждений нету. Наконечник у меня не каленый, и, понятное дело, он просто сминается и улетает куда-то очень далеко. Ну, наконечник сразу смяло, и все. Ну, в общем-то, я не ставил задачу сделать какие-то мега бронебойные наконечники, просто попробовать сделать. Да, очень слышно, как перья шумят. Такой прямо свист, шум от них. Сейчас еще несколько выстрелов сделаем по тонкой пластине. Я, кстати, не стрелял из лука более чем 20 килограмм. Ох, блин. Ударит так нормально. Сейчас при попадании сам кончик стрелы скололся и зашел как бы в тело кирасы. Сколько у него килограмм? 40? Это самый мощный, который сейчас есть, да? Сейчас я сделаю выстрел из лука натяжением 40 килограмм и вот таким вот наконечником в виде долота или зубила. Ох, блин, попал, блин! Это все, что осталось от стрелы. Раз, два, и наконечник куда-то вообще уже улетел. Это всегда так, что попадаешь в что-нибудь твердое и все, жопа стреляет, да? Практически, да. Лук и арбалет конкурируют на полях сражений средневековой Европы. Целые отряды армий специализируются на этих видах оружия, но сказать определенно, что круче, лук или арбалет, нельзя. Это сравнимо с вопросом о противопоставлении меча и секиры. У каждого оружия есть свои плюсы и минусы. Скорость стрельбы выше у лука, арбалет сложнее в производстве, значит дороже. Но лук сильнее завязан на индивидуальность стрелка и его многолетнюю выучку. А из арбалета даже Тирион Ланнистер может шугануть своего батю до всырачки. Опусти арбалет. Это самый мощный лук был? Да, кроме арбалета. Арбалет мощнее? Существенно. Давай жахнем из арбалета. Ого, на арбалете чуть более чем 50 килограмм. Ставлю болт с оперением из кожи. Чуть не влазит туда. Ничего страшного, как думаешь? У болта должен быть правильное окончание, которое попадает хорошо вот сюда вот. В кругляшок, который спускается курком. Делаем, вставляем. Вроде лежит. Попал. Классно. Один выстрел, одна стрела уходит просто. А теперь, собственно, о стрелах для лука и арбалета. Итак, стрела – это метательный снаряд для стрельбы. Состоит этот снаряд из двух основных элементов – древка и наконечника. Также у стрелы есть оперение, но в отдельных случаях воины использовали неоперенные стрелы. Наконечников для стрел придумали великое множество. Они отличаются по форме и материалу – камень, кость, рог, металл. В зависимости от задач, как и любая рабочая часть любого режущего инструмента, форма наконечников специализировалась. Если была нужна высокая проникающая способность, наконечник делали узким, шиловидным. Широкие, иногда лопаточкообразные, раздвоенные наконечники хорошо резали и рассекали мягкие ткани. А также известны наконечники с зазубринами, выступами, затрудняющими извлечение из раны. Были и более специализированные зажигательные стрелы, снабженные обмоткой с горючим составом и наконечником-гарпуном. Воин мог иметь в комплекте несколько видов стрел и варьировал их на поле боя. А уж совсем редко наконечник мог стать предметом искусства. Например, у самураев стрелы с вычурными наконечниками служили не столько оружием, сколько личным символом, своего рода паспортом воина. Для современных стрел дизайн наконечников совмещает в себе опыт древности и хай-тек. Ох, какой звук был. Это мы уже обстреливаем нагрудник каленый. И, по-моему, звук изменился, да? Теперь звук очень звонкий. Такой дзень. И, наверное, стреле тоже жопа. Сейчас беру стрелу с наконечником срезнем. Я уже понимаю, что если попаду, то стрела поломается. Ну, не зря же наконечники делал. Правильно? Рикошет. А это вот стрела с таким, как гарпун. Он тоже классифицируется как срезень. Ну и сейчас мы его уничтожим. Ух ты, блин, тяжело так держать. Я, наверное, устал чуть уже, да? Сейчас. Хочется попасть. Блин.
Да что ж такое? О! Вроде в центр попал. Первая еле зацепила. Ну, понятное дело, она свернулась. Вон, видно, что здесь ей уже тоже глына. И вот последняя, вон она погнулась. И носик сразу же просто вот его согнуло, потому что здесь у меня не каленый наконечник, а кераса каленая. Оба! Доломал. С начала 15 века активно развивается средневековый огнестрел. Примитивные палки-стрелялки, ручницы, пищали и простая артиллерия. Но в начале 16 века массово распространились аркебузы и мушкеты. И если выстрел из аркебуз могли выдержать некоторые специальные противопульные кирасы, то выстрел из мушкета они уже не держали. И в 1525 году в битве при Павии огнестрел показал, что господству тяжелой кавалерии на полях сражений пришел окончательный конец. Лучшая французская кавалерия, жандармы и рыцари Священной Римской империи почувствовали примерно то же, что и чувствовала Саша Грей. А этим юмором я загрузился на канале Shotgun Оператор. Если посмотреть каждое видео, там в каждом видео шутка про Сашу Грей. Обращаюсь к ведущему каналу Полиморфу. Владимир, Вова, доколе можно? Саша Грей уже устала. Она вон, новость вышла по всей Украине. Саша Грей сварила борщ. Все. Девушка, женщина сидит на кухне, никого не трогает. Надо выбирать новых фавориток. И вообще, я как человек, который довольно далек от огнестрельных тем, просматривая канал, подумал, что термин пенетрация – это чисто оружейный термин. То есть это про огнестрел, про оружие, про пробитие брони. А вон, загуглив термин пенетрация, понял, что это термин чуть-чуть из другой оперы. И на этой ноте мы переходим к каналу Shotgun Оператор. Полное видео про кирасу, не про Сашу Грей. По ссылке в описании. И вообще, если вы интересуетесь этой темой, оружейной темой, рекомендую вам канал, потому что я как человек, который не интересуется, в принципе, этим всем, довольно давно смотрю видео, и мне интересно. Так что рекомендую. Выстрелы с дистанции 10 метров. Первый. Дробь 4 нолей, 32 грамма. Не пробил. Второй. Картечь 8 миллиметров, 36 грамм. Попадание. Третий. Пуля 27 грамм, дистанция 20 метров. Рикошет. Четвертый. Пуля 32 грамма, скорость полета 450 метров в секунду. Командир кантуем. Пятый. Пуля Торнадо Магнум, 37 грамм. Попадание. Шестой. Та же пуля Торнадо Магнум, 37 грамм. Не пробил. Седьмой. Пуля Диаболо Спин, 4600 джоулей, скорость 540 метров в секунду, 32 грамма. Есть пробитие. Восьмой. Та же пуля Диаболо Спин, которая уже выламывает кусок стали. Кираса пробита. Есть пробитие. Что нам тут прислали? Кирасу постреляли. Господи, сколько макулатуры. Владимир сказал, что у него валяется пробитая плита от броника, и может быть я что-нибудь с нее еще сделаю. Хоп-хоп, есть, супер, спасибо. Ай-яй-яй. Вот после такого обычно обещают жениться. Ну, в целом, результатами теста я доволен. И хоть некоторые понаписывали в комментах, что кираса типа перекалена, она не перекалена. Если бы кираса была перекалена, она бы просто разлетелась вот так, как перекаленный шлем, который я делал специально. Здесь же мы видим, что первые попадания просто погнули. Погнули и не треснули, не лопнули нагрудник. А это значит, что у материала еще достаточно хорошая вязкость была. При этом твердость здесь большая, чем у 30 ГСА без подкаливания, без улучшения. Я, в принципе, сразу прогнозировал, что вот эта заклепочка, по идее, разрушится самой первой.
Так оно и вышло, что при сильном ударе детальки начинают дергать и, в общем-то, разламывать заклепку. Я еще думал, что возможные повреждения будут на ремнях. То есть, если мы крепко-крепко приматываем к манекену, к столбу какому-то, то могли разрушиться еще и ремешки. Но ремешки не пострадали, и это хорошо. Я когда видел, как обстреливали из картечи, дроби, я вот лично подумал, что все будет с человеком норм. То есть пузико защитило, там почувствовал небольшой толчок, все. Но вот Владимир и еще другие люди, которые понимают, что такое отдача от огнестрела, сказали, что нет. Инерция будет настолько сильной, сила удара, что даже если у нас броня не пропустит снаряд внутрь тела, то снаряд передаст настолько большую кинетическую энергию в тело, что будут внутренние повреждения, разрывы органов и так далее. Именно по этой причине, со слов ребят, в Афганистане многие солдаты просто не надевали бронежилет, потому что боялись того случая, когда попадает снаряд в броник, броник задерживает снаряд, но человек получает серьезное повреждение, но не может этого понять, потому что под адреналином солдат продолжает боевые действия. И медики не могут идентифицировать такого бойца как раненого, потому что нету раны, банально. Из-за этого человек просто погибает или же имеет проблемы со здоровьем. На первый взгляд, не одевать бронежилет кажется довольно глупой затеей, но если рассуждать так, у нас есть огромная мишень, в которую, если снаряд попадает, то 100% человек получает серьезные повреждения, или же снаряд должен попасть именно в жизненно важный орган. Если он просто прошивает, плечо, бедро, человек все равно, конечно, получает серьезное ранение, но при этом большую часть кинетической энергии пуля уносит дальше. А вот такой забавный факт, о котором я узнал, и оказывается, недостаточно просто остановить снаряд. Нужно еще и погасить кинетическую энергию и как-то это все правильно распределить. Можно даже сделать такой вывод, что доспехи никуда не делись, просто они видоизменились, подход к ним также изменился и материалы тоже изменились. Но, как мы видим, бронежилеты, шлемы до сих пор используют. А кираску эту я еще и починю, и будет она как новенькая. Спасибо за ваши просмотры, лайки и комментарии, а также огромное спасибо патронам этого канала. Благодарю, что поддерживаете. Всем пока!